Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события сегодня произошли, что грядет и какие ожидания по поводу вечерней сессии. Так, друзья, на сегодня особо таких существенных моментов в плане макроэкономической статистики не было. Единственное, только по Японии вышли данные. Но Япония нас мало волнует. По Германии индекс цен производителей вырос на 1,5% месяц к месяцу. Ну и здесь тоже инфляция, она фактически в 2 раза больше, чем то, что прогнозировалось и то, что было в предыдущий раз. Но вот когда наступают такие непростые времена, растет волатильность, активизируются предсказатели грядущего краха. Но на самом деле, конечно, Майкл Бюрри — это как раз тот человек, который вполне может все четко видеть и предвидеть, потому что он уже поймал птицу счастья за хвост и даже не один раз. Это было и в 2008 году, и не так давно с компанией GameStop. Так, ну вот Китай сегодня закрылся, не сказать, что совсем уж плохо, но недельное движение котировок китайского индекса, оно, получается, вернулось вот в эту проторговочку. То есть все по Китаю финита ля комедия, будет он, скорее всего, либо здесь консолидироваться, либо в случае начала корректировки сильной на мировых рынках мы увидим пробой 4900. Но я думаю, в ближайшее время все-таки с большей степенью вероятности движения в этом диапазоне. Так, друзья, ну и вот Baltic Dry Index улетает в космос. Вот недельный таймфрейм у нас, получается, сейчас идет тестирование предыдущего локального максимума 3250. И судя по тому, что происходит с ростом цен и на сырье, и на конечную продукцию, этот индикатор наиболее вероятно продолжит движение наверх и примет участие в разгоне мировой инфляции. Так, друзья, далее индекс доллара, но здесь мы с вами уже видели, что произошел трэш, и теперь текущая новая реальность — это консолидация в диапазоне 91,5-92,5. В этом диапазоне, скорее всего, движение на предстоящей неделе продолжится. Но, опять же, если не начнется массовый психоз, о котором написал сегодня Майкл Бюрри, и не начнутся массовые распродажи. Проблема заключается в том, что рынок, он очень подвержен эмоциям людей. И если начинается паника, то паника, она имеет очень тяжкие последствия. Но я думаю, на текущий момент все-таки ФРС какие-то меры предпримет или сделает какие-то заявления, потому что чрезмерное укрепление доллара будет мешать заново переродившейся и расцветающей американской экономике. Поэтому весьма вероятно его будут в этом диапазоне 92,5-91,5 какое-то время держать. Но на текущий момент мало оснований с учетом такого закрытия недели, возврат под 91,5. Вероятность такая, конечно, есть, но я думаю, все-таки предстоящая неделя — это движение 92,5-91,5. Пробой 92,5 может вызвать какие-то решительные действия со стороны ФРС. Ну а пока такого пробоя нету, я думаю, некоторый статус-кво уже наступил. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Очень важно, как будет закрытие недели. Очень. Потому что если мы закрываемся выше 19,5, то это будет достаточно тревожный момент, и на следующей неделе весь этот расколбас на рынках может продолжиться с утроенной силой. Но текущее закрытие 19,5, 18,5 в этом диапазоне, оно было бы наиболее оптимально, потому что в этой ситуации рынок начал проседать, корректироваться, но он перешел после резкого толчка со стороны ФРС. Ну, на самом деле не ФРС, на самом деле это растущая инфляция. То есть ФРС просто, скажем так, механически среагировал на растущую инфляцию и на то, что рынок труда Соединенных Штатов начинает буксовать. Так, друзья, далее S&P и SFD на фьючерс. Здесь сегодня, конечно, продолжение ужас ужаса, но 4150 так и не взято. Если оно до конца этой недели взято не будет, то высока вероятность того, что следующая неделя она перейдет в консолидацию на вот этих достигнутых значениях. Ну, движение к хаю, конечно, ожидать не стоит в ближайшее время. Вот, но пока 4150 удержано, я думаю, особого краха не будет. Хотя надо четко помнить, что если возникает какая-то эмоциональная составляющая, а сейчас может развиться паника,
если ФРС не предпримет какие-то действия, чтобы успокоить массы, то здесь уже следующая цель 4080. А вот пробитие этой цели, это уже означает развитие массового исхода. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, золото и индекс доллара противофаза. Золото пришло в очень сильный диапазон, который будет его сдерживать до последнего. Это, соответственно, недавние лои, которые мы наблюдали, с которых начался вот этот вот весь волшебный рост. И здесь остается удержание 1763, вот этого диапазона 1750-1763. Если он не пробивается, то чем дольше оно находится в этом диапазоне, тем больше вероятность отскока. Цель отскока 1814. Так, друзья, далее нефть. С нефтью, это дневной таймфрейм, вроде бы пока все хорошо. Но есть один нюанс, который уже начинает напрягать. И этот момент связан с Латинской Америкой, с нашей дорогой Венесуэлой. Потому что в ближайшее время, если там найдут взаимопонимание с Соединенными Штатами, то, в общем-то, новый нефтяной кран откроется и потечет нефть и в Соединенные Штаты, и по всему миру. Так, ну по нефти, переходя на часовик, здесь у нас очень интересная картина получается. Соответственно, эта картина говорит о том, что если сейчас на вечерке не будет пробития уровня 72,9, 73,1, то есть вот эта небольшая тоненькая полосочка, она удержит начавшийся откат, то, соответственно, на вечерке мы, скорее всего, сегодня закроемся в районе 74,1, 74,2. Если здесь возникает пробой, то, соответственно, у нас неделя закрывается, скорее всего, в районе 72,2, 72,3. Но, как вы видите, нефти особо падать не дают. Она начинает падать, ее сразу выкупают. Это говорит о том, что есть устойчивый спрос. И на текущий момент, несмотря на весь этот трешак, который происходит с инфляцией, по сути, нефть держится в этих диапазонах и прекрасно торгуется. Критичный здесь на текущий момент это уровень 72, о котором я неоднократно говорил. Вот он образовался, выкристаллизовался. И пока он не пробит устойчиво, все эти движения будут выкупать и гонять ее с целью отработать 75,6. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Смотрите, вот у нас происходит сейчас пробой 72,8. И, соответственно, закрытие недели выше 72,8 означает, что движение вверх в плане роста доллара против рубля, она может быть очень стремительным. Так, ну и сейчас на вечерке ситуация у нас складывается следующим образом. Образовался новый уровень в районе 72,95-73. Если это значение на вечерке не пробивается, то мы весьма вероятно сегодня закрываемся в районе 72,8, может быть даже вот здесь где-то пониже. Если здесь возникает пробой, то уже сегодня возможно движение вот в этот диапазон и закрытие в этом диапазоне. Так, друзья, далее Газпром. Что делать, что делать? Да все отлично по Газпрому. Смотрите, 270 он держит, пробивает ложный пробой за пробоем, но держит. Сейчас на текущий момент здесь пошел импульс движения. Цель этого движения находится на 273,3. Вот сюда вот. Если закрытие будет выше 270 недели и дня, то это очень хорошо. Это значит, что на следующей неделе весьма вероятен отскок и движение на 278,5. Сейчас, судя по тому, как развилось вот это движение, здесь весьма вероятно будет тестирование на прочность 273,3 вот этого значения. Так, ну и переходя к часовику, здесь вообще все отлично. Здесь прямо это самое, его толкают сначала на 273,5, потом следующая цель движения находится на 276. Ключевой уровень сейчас, который должен быть удержан, это 268,5. Если 268,5 не будет задерга с пробитием, то все отлично. Ну и наконец недели закрытие должно быть выше 270. Если такого не будет, то следующую неделю вся эта игра на повышение, она сломается и мы пойдем вниз. Так, друзья, далее Сбербанк. Но здесь ситуация, она во многом синхронна с Газпромом, как это ни парадоксально. Вот смотрите, его отлили, он даже пробил уровень 309,5. Но с этого уровня его активно выкупили. И сейчас здесь, если у нас не портится внешний фон, то весьма вероятно, что мы закроемся сегодня в районе 311
и на следующей неделе он попытается отскочить. Цель отскока это 314. Новый локальный уровень 308,1. Соответственно, если он пробивается, то мы по Сбербанку увидим уход в район 305 и даже 300. Вероятность такого пробоя, я думаю, невелика. Здесь все-таки в большей степени, наверное, наиболее вероятный сценарий это удержание выше 309,5 и на следующей неделе попытка отскочить. Но опять же, вот этот уровень, если он пробивается, то все это начинает сыпаться и очень быстро. Так, друзья, далее ГМК. По ГМК ужас, но этот ужас сегодня откупили. И здесь очень важно, как будет закрытие. 25, вот новый уровень 25. Если он будет удержан, то на следующей неделе мы здесь консолидируемся и пытаемся отскакивать. Если дальнейшее движение ниже 25 продолжается и здесь возникает пробой 24 750, то здесь уже весьма вероятно траектория движения по ГМК, она на следующей неделе будет вести вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и вот, собственно говоря, часовик. Прекрасно здесь отскочили. Вопрос в том, как будет закрытие. 25, 25, 200, если в этом диапазоне, то это просто отлично. Если выше 25, 200, то это вообще сказочно. Ну и как бы движение вниз 24 700, 24 750, оно всю эту конструкцию ломает и гамак начнет осыпаться. Так, друзья, далее вопрос был по HeadHunter. Но смотрите, по HeadHunter ситуация сегодняшний день, она просто восхитительна. Потому что вот это движение, оно открывает портал на следующей неделе, отскока, цель которого будет 3000. А единственный какой здесь риск, это коррекционный откат с пробитием 2700, 27 тысяч это крутовато. Если в результате вот этого отката после свершившегося роста мы пробиваем это значение, то вот это все была раздача, и мы возвращаемся колебаться вот в этом диапазоне 2600-2750. Но текущая динамика движения указывает на то, что здесь пошел рост. Друзья, вот все, основные активы. Спасибо за внимание. Хорошо доторговать и прекрасных выходных. Удачи!